Всем привет! Это вторая серия нашего видеодневничка на машине по Таиланду. И сегодня мы находимся в провинции Краби. Я вам покажу пещеру с фалосами, а также один из самых красивых пляжей в мире, Рили Бич. Ну что, поехали смотреть? Итак, наступил второй день нашего путешествия. Мы сейчас приехали в точку, откуда нас повезет лодка на один чудесный пляж. Заодно на этом пляже есть еще рядом храм-пещера принцессы. Тоже очень интересное колоритное место. Я вам его чуть позже покажу. Даже не буду про него рассказывать, пока чуть позже покажу. Сейчас мы пойдем закажем лодку. Тут есть офис продажи билетов, но там никого нету. Сейчас будем искать, где заказать билеты на лодку. Скорее всего, где-то на пирсе здесь. И отправимся на пляж и в храм. Взяли мы билетики по стоимости 100 бат с человека. Дают два набора билетов. Один туда и один обратно. Вот такой группкой мы садимся на Longtail Boat. И сейчас отправимся в дорогу. Итак, выдвинулись мы с городского пляжа Аонанг в сторону одного из наилучших пляжей провинции Краби, Прананг. А наш красочный маршрут проходит по морю, так как с суши добраться до этого пляжа невозможно. Время в пути составляет около 10-15 минут, а по ходу маршрута мы видим красивые острова из скальных пород и бесчетное количество разнообразных лодок. В общем, до Прананг-Бич мы не дошли, все лодки останавливаются на Рили Бич. И сейчас нам еще минут 15 до Прананг-Кейп, по-моему. Надо пешочком пройти. Через территорию отеля мы пробрались на противоположную сторону острова. Тут проходит дорожка, которая и ведет к нас заветному пляжу. Далее наш маршрут проходит у подножья горы, со склонов которой спускаются огромные корневища фикусов, а также лианы. В некоторых местах над вашей головой могут нависать огромнейшие балконы из скальной породы. Также в некоторых участках встречаются как сталактиты, так и сталагниты. А у подножья скалы встречается большое количество пещер, а также гротов. Как тайцы придают символизма всему, вот кусок скалы, похожий на голову слона и хобот. Все, призвали священное место. На одном из склонов гор нам повезло увидеть такого красивого варана, но он долго там не сидел и быстро убежал в свою нору. Далее мы попали на один из самых красивых и атмосферных пляжей провинции Краби, это пляж Прананг. Именно в дальнем углу этого пляжа расположен храм-пещера принцессы Прананг. По одной из легенд, имя этой пещере дали в честь китайской то ли индийской принцессы, чей корабль потерпел тут крушение, а ее душа поселилась в этой пещере. Позже здесь местное население открыло храм. Линг в индуизме означает мужское начало, а также является символом плодородия. Поэтому сюда слетается большое количество молодых пар, которые мечтают завести ребенка. Тут они загадывают желание о рождении ребенка, а в подношение богам подносят такие деревянные линги. Также еще по одной из легенд, моряки сюда возлагают линги с той целью, чтобы море было спокойным и щедрым, а жены моряков возлагают линги, чтобы их мужья не искали любви на стороне. А в противоположной стороне от пещеры расположился один из самых красивых пляжей провинции Краби, Прананг.
Чтобы на него попасть, необходимо пройти по узкой полоске песка, которая, собственно, и переходит уже в широкий красивый пляж. Только попав сюда, начинаешь понимать, почему это один из самых красивых пляжей. Белый песок, прозрачная вода, а также красивые скальные острова, торчащие из воды. Красота! Сейчас где-то час, не где-то, а час дня. Как раз солнце в зените. Я не представляю, как тут люди вокруг лежат без зонтиков. Мы единственные тут с зонтиком. Берите сюда зонтик, потому что пекло сгорите очень быстро. Или вон можно найти местечко под деревом. У нас прикол, еще и дождь пошел. И опять же только мы под зонтиком. Ближе к 4 часам люди потихоньку начинают собираться в обратном направлении. На лодку необходимо успеть до 6 часов вечера. После 6 часов вечера цены на лодки возрастают в 10, иногда в 15 раз. Проходя по узкой полоске песка, мы обнаружили, что начался уже прилив, и в некоторых местах вода достигала практически до уровня колена. Но быстро преодолев водную преграду, мы отправились обратной дорогой в сторону Рилли-Бич. По дороге обратно мы встретили небольшую стайку обезьянок. Они живут на территории отеля и периодически выходят на забор, чтобы подкормиться у добрых туристов. Также на скале позади меня расположилась видовая точка на пляж, попасть на вершину которой можно по такому подъему, но перед подъемом необходимо рассчитать свои силы, так как спуск и подъем довольно-таки сложные. Снова пройдя по территории отеля, мы очутились на Рилли-Бич, где нас ожидало неимоверное количество лодок. Я такое в Таиланде увидел первый раз. Посмотрите, весь пляж заставлен лодками. Подождав с полчаса, пока соберутся все пассажиры лодки, мы отправились в обратном направлении. В таких провинциях работа часто переходит от родителей к детям, и часто можно встретить, когда маленькие дети помогают взрослым. Так, глядишь, лет через 10 и этот мальчонок будет кого-то возить на этот замечательный пляж. Тем временем лодка нас стремительно приближала к городскому пляжу, недалеко от которого мы припарковали наш автомобиль. Местечко небольшое, но уютное и красивое. Тут есть набережная, которая проходит вдоль всего пляжа, а также большое количество видовых ресторанов, кофеен, а также магазинов. В центре аллеи расположен памятник огромному марлину. Ну а чуть дальше от центра архитектура и инфраструктура напоминает тысячи остальных тайских городов. Встречать закат мы поехали снова в полюбившийся нам ресторан с лодкой и инстаграмными локациями. Тут красивый закат, поют цикады, а также готовят вкусную еду. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. В следующей серии мы побываем с вами на озере с гигантскими лотосами, побудем в предгорье, а также посетим один из мистических храмов Краби. До скорой встречи!